Всем привет! Вы на канале Дебортик, и в этом видео покажу, как шить два вида защитных масок со сменным фильтром и без, на случай, если нет одноразовых масок. Мы рекомендуем использовать маски из аптеки, а лучше всего респираторы FFP3. О свойствах защитных масок вы можете посмотреть много других видео на YouTube. Для работы потребуется хлопок, марли или бинт для фильтра, проволока или зажим от пакета из-под хлеба, резинка. Сейчас покажу, как сшить маску без сменного фильтра. Для нее вырезаем из хлопка отрез размером 24 на 23 см. Для фильтра вырезаем отрез из нескольких слоев марли размером 24 на 17 см. Лучше делать от 4 до 8 слоев марли. Далее делаем на верхнем слое маски 3 последовательные складки шириной 1 см. Для этого складываем деталь пополам и заутюживаем. Откладываем от сгиба 1 см, чертим линию и складываем по этой линии и еще раз заутюживаем. Далее делаем еще по одной складке сверху и снизу, как показано на видео. Затем берем отрез из марли и заутюживаем складки, как показано на видео, складывая верхнюю деталь и фильтр. После подрезаем лишнее. На верхней детали откладываем от складок по 4,5 см, чертим линии и отрезаем. На фильтре с каждой стороны подрезаем на 2,5 см от края верхней детали. Далее стачиваем верхнюю деталь и фильтр между собой, 3 строчками в складках, как показано на видео. После прокладываем строчку по бокам, по краю фильтра с двух сторон, швом шириной 2 мм.
Затем сверху и снизу загибаем на 5 мм на изнаночную сторону и заутюживаем. Затем еще раз загибаем примерно на 1 см, так чтобы ткань закрывала марлю, и еще раз заутюживаем. После сверху вставляем проволоку и прошиваем на швейной машине по краю швом шириной 2 мм и сверху и снизу. Верхнюю часть еще дополнительно прошиваем по краям от проволоки, чтобы она никуда не съезжала. Далее пришиваем по краю верхней детали, чтобы закрепить складки, швом шириной 3-5 мм. Затем заготавливаем резинку. Если нет узкой резинки, можно разрезать обычную бельевую резинку пополам и после опалить обрезанный край зажигалкой. После загибаем боковые края на 5 мм на изнаночную сторону и заутюживаем. Потом загибаем еще раз на 5-7 мм и еще раз заутюживаем. И пришиваем по краю швом шириной 2 мм, подкладывая резинку с двух краев. Вот такая многоразовая маска без сменного фильтра получилась. После использования ее можно стирать при высокой температуре и затем прогладить утюгом с паром с двух сторон, и можно использовать повторно. Теперь покажу, как шить многоразовую маску со сменными фильтрами. Ссылку на бесплатную выкройку вы найдете в описании под видео. Распечатываем выкройку и выкраиваем детали. Сначала выкраиваем верхнюю часть, для этого складываем ткань пополам лицевой стороной внутрь, накладываем выкройку и делаем припуски. По среднему срезу припуск делаем 1 см, по боковому срезу припуск делаем 5 мм. Сверху и снизу припуски не делаем. Скалываем булавками, чертим линии и вырезаем. Затем выкраиваем детали внутренней части, складываем ткань пополам, накладываем выкройку и делаем припуски. По низу и среднему срезу припуск делаем 1 см, по боковому срезу 5 мм. По верхнему срезу припуск не делаем.
Скалываем булавками, чертим линии и вырезаем. После выкраиваем из нескольких слоев марли или бинта сменный фильтр, вырезаем по контуру без припусков. Далее стачиваем средний шов у верхней и внутренних частей, прошиваем на швейной машине по краю швом шириной 1 см. Затем швы обрабатываем по отдельности на верлаке и пришиваем по краю от среднего шва с двух сторон швом шириной 2 мм. Если нет оверлока, прошиваем зигзагообразной строчкой, как показано на видео. Так делаем на всех деталях. Далее обрабатываем прямой шов у внутренних деталей. Для этого загибаем край на изнаночную сторону на 5 мм и заутюживаем. Затем загибаем еще раз на 5-7 мм и еще раз заутюживаем. И пришиваем по краю швом шириной 2 мм. После совмещаем боковые стороны у внутренних частей. По длине они должны соответствовать боковой части верхней детали. Скалываем булавкой и прошиваем по краю на швейной машине швом шириной 5 мм. Так делаем с двух сторон. Затем заготавливаем косую бейку для окантовки маски и фильтра. Более подробно, как это сделать, вы можете посмотреть в нашем видео «Как сделать косую бейку». Ссылку на это видео вы найдете в описании. Далее складываем внутреннюю часть и верхнюю часть изнаночными сторонами, совмещая середину, скалываем булавками и после обрабатываем срез косой бейкой. Складываем верхнюю часть и косую бейку лицевыми сторонами и пришиваем в линию сгиба. Затем огибаем срез косой бейкой и пришиваем с изнаночной стороны по краю швом шириной 1-2 мм. Так делаем с двух сторон, сверху и снизу.
Перед окантовкой верхней части вставляем проволоку или фиксатор посередине. После загибаем край у бокового среза на изнаночную сторону на 5 мм и заутюживаем. Затем загибаем еще раз на 7-8 мм и еще раз заутюживаем. И пришиваем по краю швом шириной 1-2 мм. Затем вставляем в готовое отверстие или узкую резинку, или шнур для завязок. Далее обрабатываем края у фильтра из марли косой бийкой, так же как у самой маски. После обработки деталь хорошо проутюживаем с паром с двух сторон. На этом маска с кармашком для сменного фильтра готова. Фильтр можно сшить из марли от 4 до 8 слоев. Его также стираем в стиральной машине и после пропариваем утюгом с двух сторон, и можно использовать повторно. Благодарю всех за просмотр. Если видео понравилось, ставьте лайк. А если есть вопросы, спрашивайте в комментариях, обязательно ответим. Впереди еще много интересных и полезных видео. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. До скорой встречи!